covered my feet, and then she came round to me. Her hair is so long and her eyes are so smooth. The words that she speaks untrue. My baby lives lonely, but she's feeling good. She knows what she wants to. Вот на Ленинградском, Волгоградском, как туда. Вот, да, я тебе говорю, что это нужно нам посередине. Мы в прошлый раз крайне левый поехали и проиграли в эту игру. One even said I was a son to him, still my LP is fatter than his or yours. 68-й, 69-й, 70-й год. Давай просто их посчитаем. Ради интереса, потому что это такой редкий автомобиль, который у нас почти не представлен. Я думаю, их наберется штук 10. Давай по цветам. Второй черный, который делал Митяй, доказательство смерти с черепом. Да, это 69-й. Который предлагали за... Нет, давай так. На одной руке будут 69-й именно Чарджеры, а на другой 68-й и 70-й. Но они примерно плюс-минус похожи. Правильно? Короче, добраться до Чаги нам пришлось немножко изменить маршрут и поехать по рельсам. И вот где-то здесь, мы его видели. Мы просто рядом проезжали первый раз. И это было так: о, это же он! Причем это было с дороги. Что примечательно, потому что он вот сейчас... Вот, смотри, вот оно, Рояльский стак. Круто. Это он. Вот это находит. Мне интересно, сколько людей, проезжая вот здесь просто мимо, останавливались. Да ладно, это же Чарджер. Да, в покрасе оранжевом. Да, вы хотели дать тебе сказать, что... Мы тебя пикселями замажем такие маленькие. Не надо, меня вообще просто надо. Все, Ну что, довольны? День? Да. День икс. Смотрите, как вы светим. Ну ладно, сейчас... Это ковры бонусом идут, да? Ковры с бананами. Это что, ковры даже не подарим? Сейчас я скажу ему. Совсем немного с поклевкой. Самая малость. Но это Чарджер. Это Чарджер. Отваливают, остается только, знаешь, где Ну, крепление, ну вон там, просто там, да, очертания что-нибудь крыла, да. это 9. Я тебе вот гарантирую, когда мы его разберем, когда мы его отпесочим, это будет 9, твердая девятка. Мотор, подвеска, трансмиссия, кузов, салон, все надо делать. Это стандартно, а если учесть то, что это машина не рамная, а это девятка. По объему. Ну давай почистим, но салон нормальный. Ну как нормально, он комплектный. Ну его перетянуть. Он комплектный. Ты будешь использовать вот эту родную консоль центральную, без ее реставрации? Ignorance got him chattering. One even said I was a son to him, still my LP is fatter than his or yours. Took a 2-year pause. Now that I'm... Короче, дождались мы наконец эвакуатор, уже почти стемнело, но лучше поздно, чем никогда. Мы забираем Чагу и везем к себе в гараж. Надеюсь, доедем мы раньше, чем наступит ночь, поскольку сегодня пятница, и мы соберем, видимо, все пробки. Но оно стоит того. Все-таки первая поездка. Ну да, знаменательный момент. Запах своеобразный. Машина стояла, чувствуется давно. Ну, классический для всех постоявших американцев. Но при этом здесь удобно.
Я уже чувствую несущуюся эту машину по хайвею. Но, боюсь, год минимум. И очень много усилий придется вложить сюда. Ну что, машина погружена. Отправляемся домой на базу. И что-то надо еще сказать. А что строечку скоро отойдет? Все, Орел в гнезде. Доставили успешно. И теперь будем инспектировать. Прошло нескольких часов, как мы доехали до гаража, уже ночь, естественно, но машина внутри, это 69-й Charger оранжевого цвета, с большой историей в России, к сожалению, не такой как бы веселый, но он у нас в гараже, и мы можем полностью его осмотреть при свете. Пошли, покажу. Очень много нюансов в машине, которые требуют исправления на свете ярком, дневном. Конечно, это было бы лучше видно, чем сейчас на парковке, когда мы забирали, но у машины очень много косяков. Ладно, начнем с кормы. Бро, а где ключи? Их нету? В смысле? А в зажигании? В зажигании их нет. Видимо, по этой причине нет зажигания, потому что замок зажигания здесь. Так. Давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Продемонстрирую ключи от багажника. Ладно, ключи от багажника. У нас тут это подгон братский. Тут дохлый блок. 383. Ну да. Но, по-моему, ему не очень хорошо, судя по тому, сколько у него ржавчины. И Шатуны, которые не шатаются и даже не двигаются. Редкость. Ну, это будет столик, я так думаю. Столик журнальный, с красивым стеклом, по классике. Слушай, тут вообще добра столько. Давай, вытаскивай. Пахнет германией. Это вот здесь панель. пластик, да. Это зонтик. хром спереди, который Сзади. над фарами. Это что за пакет? Это кто-то ставил, и там какая-то жесть.
Это вещи прошлого владельца. Он, видимо, слушал у нас. Клиника 5-й сезон, то вообще Что? Он смотрел клинику 5-й сезон. Катался он На на... жиге явно. Ну, на чем-то спортивном. А что за книжка? Серьезно? Может, не стоит это трогать вообще после этой книжки? О, ужас, у меня аж мурашки по коже прям пробежали. Не, ну давай оставим, мало ли, в сервисе все пригодится, вдруг что-нибудь начнет отваливаться. Что за жесть вообще? Зачем на обложку? Кожные такие? поражения, вызываемые гельминтами. Я не знаю, кто такие гельминты. Зачем? Я Ты ее лучше нет, а ты Вот так вот. так хотя бы поприятнее. Слушай, я бы не трогал на самом деле. Очкочки, тапочки. Не, Это ну, надо интересно. делать в перчатках. Даже пофигу. О, модные. Антох, Та-да! Антох, твой стиль. Нет? Вансы, кстати, чувак на стиле был. Хоть и с проблемами, но на стиле. Спортивные вроде перчатки. Хотя фиг знает. Он был не той ориентации, судя по всему. О, он фанат клиники. Слушай, а может быть это все связано как-то? Клиника, Венерические заболевания. Мы это оставим в сервисе. Перед входом повесим, да, как прокаженных особ будем заставлять читать ее. Слух. Это на помойку. Это лишние запчасти, видимо. Ну, это, видимо, хотели разобрать, но что-то пошло не Мне так. кажется, они уже что-то разобрали, но не собрали. А если Ладно, вот смотри. Вот то, что первое, что мне не нравится. что? Вот здесь вот. Все? Ну, нет, как бы. Не прям труха. Там что цепится, да? Ну вот, тебе и Флинкстон мобиль. Привет. Ну, Не убей меня. а можно вернуть магазин? Я думаю, не возьмут. Ну-ка, стой. Да не золотой, смотри, приклей, приварен. Да, приварено. Нет, это герметоз. Ну, это творил. Его там не должно быть. Ну, ладно, Платка. это уже плюс. Платка живая. Хотя бы будет к чему вариться. Что по салону у нас? По салону, в принципе, все комплектно, но, блин, Можно все обтягивать. все менять. Ну, то есть даже есть магнит... Ну, ладно, кажется, магнитолу можно сохранить, но кнопки, вот эти все переключатели, все выгорело. Слушай, а тачка с кондеем была. Ты с чего взял? Переключатель кондея и печка кондейная. Ну, это хорошо. Только, мне кажется, кроме переключателя ничего не осталось от кондея, судя по всему. Так. Ну, естественно, да, все переделал. Но Крыша очень интересная. Такая тоже с дырочками. вот это. Висит все красиво. Посмотрим, что у нас. Ничего. Здесь пусто. А там? Здесь труху завезли какую-то. Ё. Ладно, едем дальше. Sleep on the physical. Ignorance got 'em chattering.
One even said I was a son to him, still my LP is fatter than his or yours. Took a 2-year pause. Now that Давайте пойдемте к двигателю, к компьютеру, посмотрим, что же там вообще творится у нас. С твоей стороны. Вот он. Ну, в классическом виде барнфайнда такое ощущение, как будто он не просто в Подмосковье стоял, он еще до этого стоял лет 10 где-то в пустыне. Начнем, наверное, сверху. Есть посветить? Да, сейчас надо посветить. Снимай. Фу, Эдельброк, видавший виды. Причем самое интересное, что у нас воздухан от 440-го, а в действительности мы, видимо, имеем 400-й, выкрашенный головки в красный. Слушай, ну карп рабочий, я тебе так скажу. Дай-ка ключик на 10. Набор вообще принеси, давай снимем бошку одну. Давай. Бошку и можно свечу выкрутить. Давай набор посмотрим. Давай. Это будет интересно. Потому что мне кажется, что все-таки не все так плохо. Они стоят по 30, по 20 лет в пустыне, и потом заводят, и они исправно работают. А это, вроде говорят, ездило 10 лет назад, а постояло всего ничего в Москве. Я думаю, сейчас можно даже и Аккум попробовать подтянуть. Забавно, да, картина? Зеленый, голубой, оранжевый. Желтого не Сколько еще хватает, цветов? Ну да. и можно поддерживать сексуальное меньшинство, которое вот двигает в состоянии. Кстати, очень удобно для инструмента. Пространство в море. Кажется, человек это видел лет 8 назад. Оно человека последний раз давно видело. Ну, все отлично. Ну, я ожидал чего-то худшего. Ну, вот одна. Не-не-не, потому что они же половина зажаты, половина не зажаты. Все хорошо. Так, что, едем дальше, посмотрим, что у нас там по свечкам. Опа. Выкручиваются, уже хорошо. Не намека на коррозию. Ну да, она живая. Ну, кроме внешней части. Свечки у меня есть новые. Сейчас давай-ка глянем. Даже есть комблер, но мне кажется. Просто черная дыра. Знаешь, как дупло. Как у бывшей ты имел в виду, да? Ну да. Короче, тут вроде все тоже хорошо. Давай третий момент сейчас посмотрим. Давай масло посмотрим. И исходя из этого мы уже... Посвети вот сюда, пожалуйста. Все хорошо. То есть есть вероятность, что мы его даже заведем. Есть вероятность, естественно, конечно. В общем, приборная панель вышла. Держи. Ну куда это? Давай, представляй. Так. Что у нас здесь? Куча проводов. И вот я только что отрывал как раз именно тот провод, который... Вот, смотри. Вот у нас конкретный погорелец. Видимо, был коротыш плюсовой где-то на корпус, потому что это от лампочки. И он, видимо, закоротил где-то на минус. И пошла гореть вся проводка. Соответственно, дабы сейчас вести машину, я просто это выкушу аккуратненько. И заизолируем. А потом уже будем разбираться. В общем, был найден совсем небольшой участок, где погорела проводка, и погорело проводов, наверное, 10. Все они переплелись между собой,
А источник так не удалось выяснить. Видимо, где-то замкнул плюс на минус и начался пожар по проводке. Я пока восстановил, разъединил провода, восстановил как бы погорелые. Это все, естественно, времянка. Нам это нужно только для того, чтобы завести тачку. Поэтому ставим все обратно и идем дальше. С проводкой вопрос закончен пока. Ignorance got him chattering. One even said I was a son to him. Still my LP is fatter than his or yours. Took a 2-year pause. Now that I'm Краткое пособие, как сделать замочный этот, фу, блядь. Краткое пособие, как сделать замок зажигания, работающим от отвертки. В общем, проверив всю проводку, я нашел, что плюс приходит на стартер с реле, но дальше он никуда не уходит. Ну и судя по внешнему состоянию стартера, что-то с ним не так. Сейчас я попробую его снять и продиагностировать отдельно от двигателя. И для этого мне надо полезть туда, вниз. А там воняет, грязно и страшно. А еще страшнее его домкратить. Я уже вымазался как бомж. Просто решили завести машину перед отъездом. 15 минут попробовать. Тут подключился азарт. После того, как нашли проблему в стартере, стало необходимо его снять. А вот чтобы снять стартер, здесь нужно снять выпускной коллектор. У меня, конечно, уже есть подозрение, что после того, как мы снимем выпускной коллектор, придется вывесить двигатель. Но я пока об этом никому не говорю. Диржо. Настоящие отчаянные домохозяйки любят розовое, а также дрифтеры. Дрифтеров? Но у дрифтеров тоже. Что, нет? Блять, нет, прикинь, сука, падла. А сейчас-то что? Да он тут в распорт зажат, блядь, с тягой, рулевой. То есть коллектор нам вообще нихуя не сыграл роли сейчас. Ну, что-то не особо. Че? Как всегда, это как Жигули, только еще хуже. Причем нет, чтобы поковыряться в нормальной машине, в Камаро, там, или в Шевеле, которые на ходу, там, чуть-чуть подделать что-то. Надо вот говно разобрать, попробовать, самое вообще. Из всех. Ну, не Ну, так так что что плохо. Я бы сказал, лет 10 назад, если раньше еще не были новыми. И так. Оп, Оп. на возвраточку. Здесь так. Оп. Оп. Смотри. Все. Должна завестись. Так, бро, свечи я убрал, давай. Короче, мы купим тюнячий стартер, потому что эту бандуру я не собираюсь пихать обратно. Тюнячий стартер вот такого размера, пополам. И когда он будет? Я думаю, можно поискать в Москве. Я сейчас поискал, не нашел, кстати. Ну, поискать по звонкам. Коллектор надо. Слушай, сколько вообще лет это не снималось с машины? Я просто в шоке. У меня батарейка села как раз. Следующая глава этой истории – проверка работоспособности стартера. Опа.
Так. Шестеренки есть. Тим, дай-ка мне, пожалуйста... Кусачки. Да. А то почистить в том месте. Не было. Это привет. Стартер. Мы были Труп. высланы. Так, давай, знаешь, еще на всякий случай дай куда-нибудь минус на ухо. Вот сюда. Бро, упри хорошенько. Ну не, вот так прям повесил на ухо. Вот так. И упри. Нет, упри вот сюда. Вот так. Упер? Да. Так, окей, втягивающий работает. Едем дальше. Чтобы работал сам стартер. Нам же нужно сюда, правильно, да, подать плюс? Ну да. Ну это, да, логично, судя по вот этому внешнему виду. Если сюда попала вода. Ну, окей, пойдем дальше. Давайте мне ключи на 10. Спихнуть неспихнуемое. А на ОС у нас 455. Как-то грубовато. Ну, никакой петиции не вижу. Что самое странное. Не, можешь завязать вообще, блядь. Ну, поправил же. Все нормально? Да, вообще. Сойдет? Короче, в статоре есть большая проблема. Скорее всего, обмотка, где-то обрыв в ней. Поэтому завтра мы постараемся найти новое и поставить его. Или отремонтировать. Вряд ли его отремонтировать. Я не хочу пихать эту огромную штуку обратно. Оттуда, откуда мы ее достали. Поэтому мы постараемся найти маленькую штуку. Mostly mental, but don't sleep on the physical. Ignorance got him chattering. One even said I was a son to him. Still my LP is fatter than his or yours. Took a 2-year pause. Now that I'm... Я надеюсь, вам понравится эта серия. В следующей серии, я думаю, вы поняли, что будет очень горячо, поскольку сегодня мы пришли к мнению, что этот мотор сможет поехать, сможет завестись. Нужно чуть-чуть только довести до ума по навеске, генератор, стартер, чуть-чуть подшаманим карбюратор, проводку. И я думаю, именно в следующей серии мы уже на нем поедем ездить. Ну, как минимум мы его заведем, вот тормоза еще. Ну, короче, смотрите, ставьте лайк, колокольчик и до новых встреч, друзья!